Приветствую вас на своем канале Керменбай, и в этом видео я решил создать уникальную подборку запчастей для Passat B3, которую я нашел на сайте AliExpress. Уникальность в том, что запчасти для немецкого автомобиля, то есть для Passat B3, находятся на китайском сайте AliExpress. И кстати, там находятся уникальные запчасти, такие, что вы даже, я думаю, не найдете в своих магазинах. Короче, погнали смотреть. И первое, что нам попадается, это трамплерная крышка. И как вы видите, она не совсем простая. Ну и, конечно же, не совсем для Passat B3. Но Passat B3 она подходит. Я, конечно же, не рекомендую ее использовать для постоянного пользования, но для эксперимента она пойдет. С помощью данной крышки вы можете спокойно рассмотреть, как проскакивает искра между бегунком на контакты. Можно рассмотреть саму работу уголька. В принципе, с данной крышкой можно рассмотреть всю ее работу и понять, для чего она нужна. Один большой минус, что, как вы видите, контакты в данной крышке не совсем как в Passat. Но просмотреть, вот именно заказать ее для экспериментов вполне возможно, так как наши контакты на высоковольтных проводах можно просто заставить, и искра по-любому проскочит на наш уголек, дальше на бегунок и дальше уже на контакты, которые идут на наши свечи. Такие крышечки прозрачного типа можно купить не только прозрачного цвета, и как его лучше назвать, но вот такого синего и далее желтого. Пока не забыл, хочу сказать, что ссылочки на данные товары я оставлю в описании под этим видео. И если что-нибудь не найдете в описании под этим видео, пишите в комментарии, я вам лично отдельно сброшу ссылочку. Ну а мы бежим дальше. Ну и следующее, что нам по очереди попадает, это катушка зажигания, бобина, как кто еще там называет. Так, кстати, по ценам уже судите сами. Каждый живет в своей стране, и у каждого немножко, да, отличаются цены. Ну и, конечно же, напишите в комментарии, может, у вас будет дешевле в вашей стране купить, или все-таки выгоднее купить на этом же сайте AliExpress. И обязательно обращайте внимание при покупке на характеристики и отзывы, так как, к примеру, данная катушка зажигания может отличаться от вашей. Но дальше идет у нас карбюратор 2E. И данный карбюратор должен подойти не только на Passat B3, к Jeti, к примеру, Audi 80 какой-нибудь там с таким же самым движком и такой же платформой. И данный карбюратор могут купить или приобрести, как тут лучше сказать, те, кому надоело ездить на моно или инжекторах. К примеру, как в моем случае было, у меня когда-то была Jetta, у этой Jetta стоял мотор от Audi 80, в который был инжектор, стоял инжектор. Мотор взят и поставлен на Jetta, который стоял моновпрыск. Моновпрыском по ходу не разобрались и поставили вот такой похожий карбюратор. Ну и, конечно же, чтобы это все проделать, нужно было менять впускные коллектора. А так все можно и возможно. Заказов, конечно, не так уж и много на данный карбюратор, но есть зато один отзыв француза, которому данный карбюратор приехал не совсем целый. И такое бывает. Вопрос возникает следующий. Зачем француз покупает немецкую запчасть на китайском сайте? Ваши ответы я жду в комментариях под этим видео. Ну и следующее, что у нас идет, это приятная мелочь. Кнопка закрытия замка. Вашу стандартную кнопку можно заменить на более красивую. Мелочь, а приятно. Ну и побежали дальше. Ну а следующее, что у нас идет, это крышка расширительного бачка с клапаном. Конечно же, ее можно найти в любом автомагазине, но уникальность заключается в том, опять еще раз повторюсь, что она находится на китайском сайте AliExpress. Ее можно спокойно заказать. Но это еще не все. Ее можно заказать прямо с расширительным бачком. И не просто с расширительным бачком, чуть выговорил. Еще на этом расширительном бачке стоит датчик, который можно задействовать для Passat B3. Ну, конечно, с хорошим мозгом и ровными руками. Ну и следующее, вроде бы как мелочь, а все-таки нужная вещь. Называется водяной коннектор.
часто и густо. Данный водяной коннектор желательно заменить, так как он искривляется, вот эту вот часть, ушки искривляются, и уже наша прокладочка может пропускать жидкость. Следующее, это, конечно же, не запчасть, но не могу пропустить, чтобы не порекомендовать тем, кто ездит на Passat B3. Она круто подходит на рукоять переключения передач. Я данную вещь заказал и еще сделал видео. Так, поменял вот ручку переключения передач. Ну, короче, клевая ручка. Заказал ее на AliExpress. Данный видеоролик вы сможете найти на моем канале. Ну а мы побежали дальше. И следующее, что нам попадается, это форсунка, которая подходит на наш монопрыск на Passat B3. Если кто не доверяет своей форсунке или монопрыску, вы можете заказать и проверить. Ну а следующее, что у нас идет, это регулятор отопительной системы на Passat B3. К примеру, данный регулятор я себе слаживал с 3, по-моему, частей. А вот, пожалуйста, на сайте AliExpress все доступно. Можно даже отдельно крышечку заказать. Ну а следующее немаловажно, это одна часть стрекозы, которая тоже часто и густо выходит со строя. Ну и опять же, в свободном доступе можно заказать на сайте AliExpress. И я думаю, для такой запчасти, так как она новая, цена доступная. Ну и следующее, это держатель аккумулятора. Все просто и понятно, а вдруг кто потерял? Следующее у нас идет, это датчик охлаждающей жидкости. При покупке обращайте внимание на количество контактов. Данную вещь не рекомендую покупать на AliExpress, так как она не совсем надежная, но на первое время, к примеру, пойдет, так как они здесь стоят копейки. Дальше у нас опять идет датчик дроссельной заслонки. Данный датчик, конечно же, проработает куда дольше, чем датчик охлаждающей жидкости. Можно заказывать и пользоваться. Следующее, это кнопка включения дальнего ближнего света фар, габаритов и подсветки приборной панели. Данная кнопочка тоже имеет свойство часто и густо выходить из строя. Следующий у нас опять идет датчик. Так написано, датчик кислорода, лямбдазон, для Passat'ов. Он, кстати, подойдет и для B3. У меня, кстати, стоит точно такой же. Следующее, что хочу порекомендовать, это мужскую сумку. Я данную сумку называю сумка для водителей. 2 разных размера, влазят не только документы. И данную сумку я заказал для себя. Доволен как слон. Рекомендую. Ну а следующее на очереди, это резиновые накладки на педальки, которые часто и густо стираются. Ну а следующее, что я нашел и реально офигел, это защита нагревом на двигатель. В новом состоянии все элементы, ну возможно кроме болтиков, но это, я думаю, не беда. Я тоже буду данную защиту заказывать на свой двигатель, так как ее уже почти нет. Ну а следующее у нас идет, это высоковольтные провода, которые можно найти в каждом автомагазине. Но и есть на сайте AliExpress. Точно такие же стоят у меня на Passat B3. Ну и следующее немаловажное, даже очень интересное, это целый трамплер. И он должен подойти к Passat B3. Ну, по крайней мере, так написано на сайте. Со всей крышечкой, со всеми креплениями, со всеми выходами на патрубки, для того, чтобы работал ровно и аккуратно ваш двигатель. Следующее, это для тех, как я называю, у кого есть мозг и ровные руки. И для тех, кто любит подключать что-то новое и интересное. Это обогреватель можно как-то вживить в нашу систему, даже в Passat B3, чтобы могла обогревать наша печка быстрее наш салон и наши стекла. Следующее, что хочется порекомендовать, это некоторые инструменты. К примеру, как стяжка пружин, которую можно спокойно заказать на AliExpress. Я не знаю, как тут с ценами у нас и у вас, но на сайте AliExpress, ну вот такие вот цены. А там уж рассуждайте сами и у меня в комментариях под этим видео. К примеру, дальше вот такие наборчики можно заказать для стягивания тормозных суппортов. Следующее, тоже немаловажное, это вот такие ключи, которые нужны будут тем, кто занимается автомобильной проводкой. Ну и как видите, не только автомобильной проводкой. Можно снимать всякие вот
фишки, у которых разные разъемы и проемы. И они вам, естественно, помогут. Следующая по очереди идет у нас моторчик на центральные замки. Кстати, точно такие же моторчики стоят у меня на Passat B3. И такой же моторчик я уже один заказал. Кстати, в следующем видео, возможно, я покажу, как данный моторчик можно заменить. И следующее, что я вам хочу сказать, не болейте коронавирусом, заказывайте вот такие маски. Они вам помогут не только сберечь себя от вирусов, но и можно их использовать в ремонте вашего автомобиля, к примеру, покраски или ремонта вашего автомобиля на улице, к примеру, в мороз. Короче, не болейте и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать дальнейшие такие видеоролики про Passat B3 и не только. Всем всего хорошего и спасибо за просмотр. Пока-пока.